Думаете, турецкие звезды умеют хранить секреты? Как бы не так. Сегодня мы сорвем все маски и покажем то, что они так отчаянно пытались скрыть. Вы узнаете, почему отписаться от собственной девушки в Инстаграме – это самая дорогая ошибка для актера. И как одно жалкое оправдание про случайный палец обернулось национальным скандалом. Мы разберем провокационные кадры, из-за которых Серенай Сарыкая заподозрили в тайной свадьбе, и выясним, почему она навсегда отказалась от карьеры певицы. Но и это еще не все. Керем Бюрсин и его возлюбленная оказались прижаты к стенке с журналистами посреди улицы. Что они резко ответили на сливы о своем расставании. И почему пресса после этого кардинально изменила тон. Ну а на десерт – возвращение десятилетия. Культовая пара из легендарного сериала «Внутри» снова сыграет мужа и жену спустя ровно 10 лет. Кто они и что за сумасшедший проект их объединил? Устраивайтесь поудобнее, заваривайте чай. Мы начинаем погружение в главные тайны турецкого шоу-бизнеса. Знаете ли вы, сколько звездных отношений рухнуло из-за одной случайной кнопки в телефоне? Вот и Бурак Юрюк на днях заставил своих фанатов серьезно понервничать. Парень просто взял и отписался от своей возлюбленной Туаны Йылмаз в социальных сетях. Естественно, турецкие таблоиды тут же забили тревогу. Все, конец любви, громкий разрыв. Журналисты уже начали строчить сенсационные заголовки, как вдруг тем же вечером появляется официальное опровержение от самого актера. И знаете, как Бурак это объяснил? Он заявил, что просто сидел на съемочной площадке, листал ленту и случайно задел кнопку отписки большим пальцем. И даже не заметил этого, пока к нему не подошли друзья с вопросом, все ли у них с Туаной в порядке. Звучит как самая нелепая отмазка, верно? Но давайте будем честными. Интерфейс сейчас устроен так, что заветная кнопка реально находится прямо под пальцем. Одно неловкое движение, и ты уже в центре национального скандала. Бурак публично поблагодарил адекватных поклонников за то, что они сразу поняли ситуацию. Так что выдыхаем, у пары все отлично. Отношениям точно ничего не угрожает. Но если одни случайно нажимают не туда и создают бурю на пустом месте, то другие изо всех сил пытаются вообще не оставлять следов в сети, чтобы не спалиться. Правда, они забывают одну важную деталь. В реальной жизни за турецкими звездами следят куда внимательнее, чем в интернете, особенно в аэропортах. Как это и произошло с Зейнеп и Ардемом Шанлы. Фанаты с орлиным зрением засекли парочку вместе прямо перед вылетом в аэропорту. Случайность? Возможно. Летели по работе? Тоже вариант. Но это работает в 99% случаев. Если актеры вдруг начинают так случайно пересекаться в транзитных зонах, ждите продолжения этого банкета. И долго ждать, кстати, не пришлось. На днях многие турецкие звезды собрались на масштабном имфтаре, традиционном ужине. И угадайте, кто оказался за одним столом, мило общаясь вдали от вспышек главных камер. Да-да, именно Зейнеп и Ардем. Пока они не делают никаких громких заявлений, но мы-то с вами точно знаем, турецкий шоу-бизнес не верит в простые совпадения. Поклонники уже вовсю строят теории об их тайном романе. Если завтра эти двое вдруг выдадут журналистам ту самую заезженную фразу, мы просто очень хорошие друзья. Ну, значит, через пару недель можно смело ждать их совместные фотографии с какого-нибудь курорта. Ну, пока Зейнеп и Ардем только играют в прятки с публикой и фанатами, другая звездная пара Турции решила не давать прессе лишнего повода для лишних фантазий. И когда на этой неделе интернет буквально взорвался от новостей об их громком расставании, они сделали то, чего от них почти никто не ожидал. Слух о том, что между Керемом Бюрсином и Селин Gökçeoğlu пробежала черная кошка, разнесся по всем турецким таблоидам так стремительно, что все уже мысленно похоронили эту пару. Казалось бы, типичная история. Красивый роман подошел к финалу, звезды молчат, а журналисты протирают руки. Но на днях репортеры устроили настоящую засаду на Селин в престижном районе Этилер. И как только полетели прямые вопросы о разрыве с Керемом,
Она ответила коротко, но очень жестко. Сейчас все в порядке. И сразу после этого дала понять, что обсуждать свои отношения она больше не намерена. Никаких оправданий, никаких длинных речей, только одна хлесткая фраза, которая мгновенно перекрыла все сплетни о их кризисе. И вот здесь есть одна очень интересная деталь, на которую мало кто обратил внимание. Заметили, как изменилась риторика в турецкой прессе? Если раньше их осторожно называли возможным романом, то после этого заявления 19 марта все топовые издания официально признали их полноправной парой. Так что, хейтеры, расходитесь, разрыв отменяется. И пока одни звезды отбиваются от вопросов о своей личной жизни на улицах, скрывая лица за очками, другие наоборот выходят под свет софитов в таких нарядах, что заставляют интернет буквально гореть. Кстати, небольшой инсайт про Керема, о котором многие даже не догадываются. Вы знали, кем он работал в Лос-Анджелесе, пока не вытащил свой счастливый билет в турецкое кино? Он крутил баранку и был личным водителем у самой Марго Робби. Да-да, будущая звезда турецких сериалов возил голливудскую диву на кастинги и вечеринки, пока сам отбивал пороги студий. Жизнь порой выдает абсолютно сумасшедшие сценарии. И турецкий шоу-бизнес пишет их каждый день. Чтобы не пропускать самые сочные, проверенные и скандальные инсайды, прямо сейчас сделайте одну простую вещь. Спуститесь под ролик, проверьте подписку на канал и ударьте по кнопке лайка. Это занимает ровно секунду, но безумно помогает нам делать крутой контент для вас. Сделали? Молодцы. И даже не думайте закрывать это видео, потому что самое интересное я оставил на десерт. Буквально через пару минут я расскажу, какая культовая пара актеров возвращается на экраны спустя ровно 10 лет. Фанаты ждали этого с 2016 года, а прямо сейчас мы разберем кадры, от которых гудит весь турецкий интернет, чье белое платье спровоцировало мощнейшую волну слухов о тайной свадьбе. Речь, конечно же, о Серенай Сарыкае. На этой неделе она заставила соцсети полыхать так, что дым стоял коромыслом. Сначала актриса произвела настоящий фурор на неделе моды в Париже, а затем добила поклонников свежей фотосессией для журнала Vogue. И знаете, что скрывалось за этой роскошной картинкой? Одно конкретное белое платье. Оно выглядело настолько эффектно и неоднозначно, что фанаты тут же вынесли вердикт. Серенай тайно готовится к свадьбе. В интернете поднялась настоящая буря. Люди начали по косточкам разбирать ее смелые позы и искать скрытые послания. Сама же актриса добавила интриги, заявив в интервью, что сейчас ее главная цель – это держать свой близкий круг сильным, чтобы никакой внешний негатив туда не проникал. Звучит как слова человека, который отчаянно оберегает что-то очень личное, согласитесь? Но если ее романтический статус пока покрыт туманом, то в карьере она расставила все точки над «и». Почему многие считают, что любой популярной актрисе рано или поздно нужно запеть? Серенай сломала этот стереотип. Она официально заявила, что никакого музыкального альбома не будет. По ее словам, ее самая большая любовь – это кино, и она намерена отдавать этому 100% своего времени. Шах и мат всем продюсерам, которые пытались перетащить ее на эстраду. Серенай безусловно умеет эпатировать публику глянцевыми образами, но то, как кардинально изменилась другая турецкая звезда ради своей новой роли, просто сбивает с толку. Вот, посмотрите на эти первые кадры со съемочной площадки проекта «Юноша», который на международном рынке получил гораздо более суровое название – «Джентльмен». Узнали в этой усталости медсестре Хазан блистательную Мелис Сезен? Трансформация получилась просто невероятной. В сети мгновенно поднялась волна обсуждений вокруг ее образа. Девушка застряла между мечтой о нормальной жизни и суровой реальностью, откуда так просто не сбежишь. За красотой героини скрывается страх, внутренняя борьба за право быть собой
и жесткое давление со стороны собственной семьи, которое заставляет ее сделать самый страшный выбор в жизни. И все это на фоне безответной любви к Юсуфу. Но самое мощное начнется, когда в город вернется тот самый джентльмен из ее прошлого. Слоган проекта уже звучит как угроза. Они забрали у него все, а он вернулся совсем другим. Премьера сериала планируется в конце марта, начале апреля, и, судя по первым отзывам, нас ждет напряженнейшая драма. Кстати, о возвращениях из прошлого. Знаете ли вы, что в Турции есть негласное правило кастингов? Если актеры сыграли легендарную пару, продюсеры сделают все, чтобы снова свести их на экране. Только вот обычно это занимает годы. Например, тот же Чагатай Улусой и Серенай Сарыкая после прилива так и не пересеклись в одном кадре. Но то, что произошло на этой неделе, заставило вздрогнуть миллионы турецких фанатов. Прямо сейчас я раскрою вам детали мега-воссоединения, которого мы ждали с 2016 года. Спойлер, этот проект с сумасшедшим сюжетом и не менее крутым актерским составом. Так что если вы еще не подписаны на канал, самое время это исправить. Кликните по колокольчику, поставьте лайк, кликните на кнопку хайп и оставайтесь с нами, потому что дальше я расскажу вам о сериалах, которые перевернут ваше представление о телевизионном сезоне. Слухи об их совместном появлении в одном кадре бродили по фанатским форумам годами. И вот это официально случилось. Читин Текиндор и Гёзде Кансу, которых мы все помним как незабываемых мужа и жену в легендарном сериале «Внутри», снова врываются на экраны в образе супругов. И это спустя ровно 10 лет. Произойдет это грандиозное воссоединение в новом проекте от телеканала Star TV под названием «Уродина». По сюжету Читин сыграет владельца ночного клуба по имени Океш, а Гёзде – его молодую жену Ханде. И если в «Зимородке» их персонажи просто пересекались в одном особняке, но с совершенно другой иерархией, то здесь они снова станут парой, словно продолжая ту самую линию из 2016 года. Но самое главное в «Родине» — это, конечно, главные герои. В центре сюжета окажется Мирьем, которая играет великолепная Дерья Панарак. Девушка с тяжелейшей судьбой, потерявшая родителей. Она прячет глубокие внутренние раны за маской силы. И все меняется, когда ее детская любовь Кадир в исполнении неподражаемого Чеглара Эртугрула внезапно делает ей предложение. Проект обещает стать жесткой социальной драмой о выживании и борьбе за любовь в мире денег и власти. Съемочная группа уже вовсю пашет на площадке, а создатели кормят нас анонсами с пометкой «Очень скоро». Уродина обещает нам тяжелую социальную драму, но если вы хотите настоящей темной животной мести, создатель сериала «Чукура» приготовил кое-что пожестче. Если вы соскучились по настоящему криминальному напряжению и атмосфере легендарного Чукура, то у меня для вас потрясающие новости. Продюсер Ямаса Кур, человек, который подарил нам одни из самых брутальных и эмоциональных историй на турецком телевидении, возвращается с новым проектом. На этот раз для канала ATV. Компания Фара готовит мощную драму под названием «Дворец Коралла». Действие развернется на живописных, но суровых улицах Мерсина. В центре сюжета девушка по имени Джемре. Ее отец уходит из жизни при весьма загадочных обстоятельствах, и дело быстро пытаются спустить на тормозах. Но Джемре не из тех, кто будет тихо плакать в углу. Она надевает полицейскую форму и берет правосудие в свои руки. Судьба и жажда мести приводит ее в Мерсин вслед за любимым человеком. Но главный вопрос сериала звучит так. Можно ли построить счастье, когда внутри тебя все выжжено желанием отомстить? Проект заявлен на 2026 год. И судя по размаху, это будет главный претендент на звание самого напряженного триллера сезона. Кстати, о напряженных съемках. Вы знали, что на площадке того самого Чукура
Исполнитель главной роли Арас Булут Йенли однажды чуть ли не лишился голоса. В эмоциональных сценах он выкладывался настолько, что сорвал связки, и продюсерам пришлось срочно вызывать на площадку специального врача-фониатра, чтобы спасти карьеру актера. Турецкие звезды реально отдают себя профессии без остатка. И чтобы не пропускать такие сумасшедшие факты и всегда быть в курсе того, что творится за кулисами ваших любимых сериалов, прямо сейчас проверьте, нажата ли у вас кнопка подписки. Если она серая, вы в нашей команде. Ну и царский лайк этому видео тоже не помешает. А мы мчим дальше, ведь впереди у нас история о том, как обстоятельства заставляют взрослеть слишком рано. И финальный разбор тех, кто прямо сейчас правит турецкими соцсетями. Ни в коем случае не переключайтесь. Поехали! Ведь впереди нас ждет сериал, который стартует уже в апреле и обещает стать самым пронзительным полулетником сезона. Съемки проекта «Снова 17» с блистательной Нисрин Джавадзаде в главной роли официально запускаются в солнечном, но обманчивом Бодруме. Здесь нет глянцевой картинки. Главный герой Тарас – парень, который вырос в стенах детского дома и никогда не знал, что такое семья. Его единственная цель в жизни – найти родного брата, с которым их разлучили много лет назад. И вот тут начинается самое интересное. За одни сутки его привычный, хоть и тяжелый мир, рушится до основания. Жизнь заставляет его принимать решения, от которых зависят судьбы других людей. Это история о выживании, о поиске корней и о том, как обстоятельства могут сломать человека или сделать его сильнее. Съемки только начинаются, вся команда в предвкушении и готовится пахать без сна и отдыха под лучами бодрумского солнца. Зато одна съемочная группа прямо сейчас может позволить себе выдохнуть. Речь идет о команде ожидаемого проекта «Далекий город». Азан Акбаба и Сине Мунсал буквально на днях отстрелялись на съемках масштабной и очень сложной промо-кампании. Режиссеры гоняли их по полной программе, чтобы выдать зрителям максимально сочную картинку. И вот теперь, когда все материалы готовы, руководство проекта сделало широкий жест. Отпустило всю съемочную группу на заслуженные выходные до самого конца праздников. Поверьте, в суровых реалиях турецкого производства это просто невероятная редкость. Но пока актеры восстанавливают силы и наслаждаются тишиной, турецкие зрители в социальных сетях работают без выходных. Свежие рейтинги обсуждаемости от агентства Саммера за эту неделю снова расставили все по своим местам. И угадайте, кто опять порвал все чарты. Правильно, наши бессменные лидеры Мерт Рамазан Демир и Афра Сарачоглу. Секрет их удержания на вершине предельно прост. Сумасшедшая химия на экране и бесконечные интриги за его пределами. Компанию им в топах стабильно составляют участники жестких шоу на выживание и главные лица текущих телехитов. Турецкий зритель обожает накал страстей, и цифры это только подтверждают. Ну что, признавайтесь, какая из сегодняшних новостей зацепила вас больше всего? Вы верите в случайную отписку Бурака от своей девушки? Или больше ждете возвращения легендарной пары из сериала «Внутри»? Обязательно спускайтесь в комментарии и пишите свое мнение. Я читаю все. И конечно, если вы досмотрели ролик до этой секунды, то вы просто лучшие. Влепите свой лайк, проверьте подписку на канал, чтобы не пропустить следующую порцию самых горячих инсайдов из мира турецкого кино. С вами был канал Любовь и Мечты. Смотрите только хорошие сериалы. И до скорой встречи в новом видео.